Эй, горожане! Ну что загрустили? Поехали, а то опоздаем. Нас четверо, и прямо сейчас, пересекая Горный Алтай, мы движемся по Чуйскому тракту в сторону монгольской границы. Если вы спросите, зачем мы туда едем, то, наверное, ясности в наших объяснениях будет не так много. Однако точно можно сказать, пожалуй, о двух вещах. Во-первых, мы едем к шаману, а во-вторых, нам нужны ответы. А ты? Ты с нами? Интересно, в какой момент человек перестает удивляться и радоваться самым простым вещам? В какой момент зажатый в панельные стены городской житель решает, что это и есть жизнь? Я так хорошо научился размышлять. У меня много всего уже было. Я могу отличить хорошее от плохого, я вижу оттенки. У меня даже есть интуиция. Правда, слышу я ее только тогда, когда мне это действительно выгодно. В общем, я неплохой человек. А что же не так? Почему я больше не могу жить, как раньше? Не все люди задают себе такие вопросы, как мне кажется. Прожил человек беспечно, счастливо, не подвергаясь со стороны никаким воздействиям отрицательным. Он может себе такой вопрос в жизни и не поставить. До смертного одра дойдет, в таком состоянии умрет. Такой вопрос, как чаще всего, человек ставит, когда сталкивается с определенной ситуацией жизненной. Ну, трудной, тяжелой. Знаете, очень многое зависит именно от того, что заложено. Вот как идти по этой жизни. Это как инструменты. Как в игру какую-то мы играем, в какую-то игру. Вот есть дорога, да, и на этой дороге нужно дойти до цели. И на этой дороге лежат инструменты. Вот кому-то этих инструментов дано 10, если он все возьмет, то он до цели дойдет прям на 100%. Да? А кому-то дано там 2 инструмента. И если он даже эти 2 инструмента не возьмет, то тогда ему будет очень тяжело, он приходит к какому-то очень плачевному результату. Орлов Евгений Михайлович, бизнесмен. Более 5 лет он борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Позади множество медицинских процедур, лечения за границей, но, как мне кажется, самое главное, что произошло в жизни этого человека, это мощная трансформация сознания. В голове появились такие мысли и вопросы, каких раньше быть просто не могло. Ну, я стал не то что чувствовать, да, и не скажу, что понимать, но где-то подспудно, да, вот у меня зародилась такая не мысль, а и неуверенность, но что-то такое есть, что зависит вот исход там, болезни, там, ну вот в моем случае, да, болезни, не только вот усилий врачей, но и вот участие в этом самого страдающего, так скажем.
Есть такие понятия кармические болезни, то, что мы принесли, и есть понятие такое, то, что мы здесь приобрели. Вот то, что мы приобрели в этой жизни, оно любые события, оно можно быстро достаточно развязать, если научиться прощать, любить и принимать этот мир. А то, что мы принесли с собой, это уже гораздо сложнее, но это тоже можно все решить. И все зависит от самого человека, то, что он хочет делать. Кто-то теряет здоровье, кто-то деньги. Иногда человек просто без всяких, казалось бы, видимых причин резко меняет свой курс. По большому счету не важно, кто вас укусил. Важно, что вы после этого будете делать. Какие вопросы себе зададите. Ну вот зарабатываются деньги, например. Вот там, можно заработать там 1 000 000 рублей. Там, через 2 года можно заработать первый $1 миллион. Там, потом можно там заработать через 5 лет $10 миллионов. А что дальше? Пришло время взрослеть. Я думаю, что это связано в том числе и с возрастом. 33 года – такой возраст, когда я должен родить себя сам еще раз. Почему именно меня Всевышний поставил в такую ситуацию? И что я более 5 лет вынужден бороться с такой не знаю. Душа хочет пробиться и хочет сказать человеку, что, знаешь, может быть, ты не тот, кто ты думаешь. Я вот до сих пор чувствую морозный воздух. Он через меня идет. Как я его могу запланировать, морозный воздух? То он меня запланировал и идет через меня. Как быть с собой? Постоянно. Просто приходит время что-то изменить. Как еще есть такое понятие время, место, обстоятельства для вопроса. Этот вопрос просто рождается в уме. Это он двигает тебя дальше для осознания каких-то вещей. Горный Алтай – одно из самых чистых и загадочных мест на планете Земля. Местные говорят, что именно здесь находятся ворота в Шамбалу, страну счастья. Об этом же писал и знаменитый мыслитель и художник Николай Константинович Рерих. Так уж случилось, что сильные потомственные шаманы живут тоже здесь. Алтай является центром духовности, и действительно здесь шаманы потомственные, которым уже много-много веков. У каждого места есть своя природа, какое-то предназначение. И у Алтая предназначение хранение знания, сохранность знания, чистота этого знания. И поэтому это место, оно просто очищает сознание сразу только своим пребыванием в этом месте. Поэтому тянет побыть где-то, где есть чистота. Если мы все стремимся изначально к чистоте. Для того, чтобы разобраться в своей жизни, не обязательно ехать на Алтай к шаману. Не обязательно, но крайне желательно. У нас на этот счет не было никаких сомнений. Проехав от Новосибирска по Чуйскому тракту примерно 800 километров, мы решили переночевать в деревне под названием Курай. Человек, который пустил нас в свой дом на ночлег, оказался добрым, хотя и нетрезвым мужичком по имени Виктор. В тот день, когда мы приехали, деревня хоронила 2 молодых парней, которых случайно придавило накренившимся грузовиком. Несмотря на траур, Виктор сказал, что мы все равно можем переночевать у него. Он оставил нам свой дом, а сам ушел. Появился Виктор только утром.
Мы отблагодарили его за гостеприимство и начали собираться в дорогу. Я до сих пор не могу забыть слова этого самого обычного деревенского жителя. Прошедшим вечером, открывая нам дверь, он сказал: «Да вы не волнуйтесь, в доме все есть. Печка есть, телевизор есть, все есть. Понимаете? У человека есть печка, и он говорит о том, что у него есть все». Жить в достатке. Что это значит, по-вашему? По-моему, это означает с благодарностью принимать то, что тебе дает сегодняшний день. Это так просто. Вот вы живете прямо напротив шамана, его Валерий зовут. Вы его знаете, конечно же. Знаю. А много народу приезжает? Приезжайте. Много приезжайте. Ты решаешь проблемы, но ты не можешь ничего сделать. И приходит информация извне, и ты начинаешь ею пользоваться. Такая же информация пришла и ко мне. Я узнала об этом человеке. Ко мне подошли и просто сказали. Посторонние люди, не зная моих проблем. Я воспользовалась этой информацией, не жалею. Когда я обращалась, да, за помощью, хотелось, думала, что получится в одном направлении, да, то есть как решить вопрос. Но вопрос решился с другой стороны, да, более лучшей. То есть и достаточно в краткие сроки. А вы сами-то были у него? Нет, не было. Не верите? Ну, так, верить-то верить. Нет. Должен вас огорчить, но в нашем фильме вы не увидите шамана. Вы даже не услышите его голоса. Все наши просьбы дать хоть какое-нибудь интервью закончились спокойным, но уверенным отказом. Шаман сказал, что не может участвовать в съемках, потому что будет сильно болеть после этого. Однако мы очень хотим рассказать вам про этого человека. Человек ли это? Вот. Он видит какие-то такие процессы, которые скрыты от глаз простого человека, кто залипает в материальное, кто там во всякие эмоции, вот в это все. Он как-то выше этого. Если мы говорим, что мы связаны с природой, то это человек, который проводник. Такой хороший проводник, который владеет силами природы и помогает человеку выстроиться именно в эту силу. И по роду, и по отношению там, с теми же травами, там, с деревьями, там, с луной, там, со всеми процессами, что есть. Именно он слушает себя очень хорошо, он очень хорошо себя слышит. Четочки свои перебирает, у него такая трубка, он ее курит. Так смотрит на костер. Но самое главное, что я увидел в нем какую-то неподдельность, что ли. Потому что я видел много всяких шаманов, на самом деле, и целителей. Вот. Вот этот шаман, он такой был настоящий. И это на самом деле очень сильный человек. Это реально сильный. И сила определяется не тем, что тебя выносит сразу за дверь от его энергии, а сила определяется покоем в уме. Представьте себе, что напротив вас сидит человек, который и есть вы, только без единого искажения. Он не боится внутренних желаний, он понимает свое предназначение, но что важнее всего, он слышит свое сердце, и именно поэтому ему доступно буквально все. А дальше вот такой вот ты говорит тебе все как есть. Не как ты там себе напридумывал, а именно как есть. И поверьте, испытание это не из легких. А самое главное, что в тот момент ты четко понимаешь, исход всех твоих болезней, жизненных неурядиц, целиком и полностью зависит от того, как ты будешь жить дальше. Ну, мне он кое-что интересное рассказал, конечно. И не было никаких конкретных вопросов, никаких ожиданий. Вот просто что было, то было. Нет никакого смысла планировать. Нет никакого смысла. Это то же самое, что запланировать, что сегодня вечером мне будет весело, например.
То есть вопрос, а почему сейчас тебе не весело тогда? И вообще, почему возникнет такая мысль планировать веселье на вечер? Ну, это то же самое. Зачем планировать или ожидать какого-то результата, когда ты едешь к шаману? Самое удивительное, что когда ничего этого нет, то что бы ни происходило, ты всегда остаешься довольным. Мы возвращались домой, но порядка в голове было немного. Точнее так, его было немного в привычном понимании. Среднестатистический человек так устроен, что ему просто необходимо все расставить по местам. Если удается как-то классифицировать возникшую ситуацию, назвать ее, скажем, плохой или хорошей, то на душе становится легче. Сложность заключается в том, что понятия «хорошо» и «плохо» такие абстрактные. Рассмотрим пример. Это Рика, она музыкант и художник, а это ее волшебный маркер. Представьте себе, что вы выиграли в лотерею 1 000 000 рублей. Вы, конечно же, обрадовались и тут же сказали, что вам повезло. Это хорошо. Не теряя времени даром, вы решаете купить новый автомобиль. Радости нет предела. Но вот незадача. В первую же ночь завистливый сосед тайком царапает вашу машину по периметру и выбивает ей все окна. Денег на ремонт у вас нет, настроение испорчено. Это плохо. За что мне такое испытание, думаете вы? Уж лучше бы ничего и не было. Теперь в вашей голове все изменилось. Первоначальный выигрыш превратился в проигрыш. Вывод прост. Если убрать линию времени, то мы увидим, что хорошо и плохо – это фактически одно и то же. Кстати, случай с машиной натолкнул вас на интересную идею. Вы не просто смогли быстро починить испорченный автомобиль, но и стали состоятельным человеком. Если вы принимаете то, что с вами происходит, и не даете этому никакой оценки, значит, вы принимаете жизнь, то есть принимаете себя. Ты получаешь удовольствие от самого процесса, неважно, что ты делаешь. Хорошее дело там, или не очень хорошее. Кто оценивает? Вот что важно понять. Кто оценивает? Кто может оценить мои действия? Кто, кроме меня самого? И самое хорошее – это именно избавиться от собственной оценки. Вот. Когда избавляешься от собственной оценки, мне кажется, тогда перестаешь залипать. Ты не знаешь, как это хорошо, плохо, ты просто делаешь все. Прежде чем вылететь в Москву, мы решили заехать к моему старому другу. Игоря Котова я знаю с детства. Он всегда был активным, честным, умеющим принимать решения человеком. Собственно, таким он и остался. Сегодня Игорь возглавляет Государственный общеобразовательный центр в поселке Тулинский Новосибирской области. Он показал нам классы, рассказал об уникальной программе дистанционного образования для детей-инвалидов. Наверное, об этом нужно сделать отдельный фильм. Глядя на Игоря и на людей, которые работают рядом с ним, в голове возник очередной вопрос. Почему одни только говорят, а другие, несмотря ни на что, еще и делают? Ну, на мой взгляд, это все зависит от желания. От возможности не только что-то представить для себя, придумать или родить какую-то идею, но тут же разработать шаги по ее реализации и просто пойти. Просто пойти. Пойти за желаниями, которые рождаются в сердце, но не в голове. За тем, во что ты веришь. Хотя часто бывает страшновато. А почему? Чего я боюсь? Остаться без денег? Потерять привычный уклад жизни? Что меня с такой силой тормозит? Из-за страхов менять что-либо, потому что на самом деле глобально придется менять что-либо. Очень серьезно. Это такой страх, который, в общем-то, осознанно не управляем, наверное, поэтому он и не осознается как страх. Структура психики, да, как ее вот эго называет, которая стремится остаться в домике и не вылезать из него, и она начинает запугивать и говорить, там снаружи страшно, не ходи туда. И в какой-то момент она может возобладать над человеком, он не пойдет, не хочет изменений, он думает, а вдруг будет дальше еще хуже. Нет свободы внутренней, нет сдачи внутренней, ответственности, мы не хотим брать, перекладываем на другого. Это тоже один из уровней эго, то, что мешает быть самим собой. Что мешает пойти на улицу и просто танцевать? Эго, представление. Что мешает выступать перед аудиторией? Эго, это представление какое-то, как обо мне подумают.
И вот эти представления, в общем-то, и формируют жизнь человека. Мое эго, мое «я». С одной стороны, оно дает мне защиту, помогает почувствовать пространство. С другой, если оно нездорово, то я вообще перестаю считать себя частью этого мира, становлюсь большим и неприступным. Во всех своих неудачах начинаю винить окружающих, а сам придумываю такие лабиринты, что сразу и не выберешься. Но ведь я не всегда был таким. Наша неизменная природа – это любовь. Эго вырастает в 5 лет. Это наше представление о жизни, обо всем. Эго – это неплохо, это просто одна из частей, составляющей человека. Но когда оно возрастает, тогда возрастает «я хочу», «я могу», «я буду», «я кто-то». Принадлежность – это чувствование, что «я» есть все. Что такое эго? Это мое понимание «я». Вот если это правильно сформировано, то человек становится здоровым эгоистом. Здоровый эгоист может поделиться. Он заботится о себе и об этом мире. Во Вселенной есть знание о том, что баланс в природе нарушен и что он будет восстановлен. Об этом говорил шаман, об этом же свидетельствуют самые разные источники. Так называемый конец света, по заверениям шамана, неотвратим. Приводятся даже конкретные даты. Это 2012 год, 2014 и 2019. Кто-то из вас, возможно, испугается, кто-то подумает, что это полная чушь, а вот одна моя подруга озвучила такую мысль. И что же получается, если конец света близок, то все, что я делаю, не имеет никакого смысла, все же умрут. И вот, как мне кажется, это очень важный момент. Получается, что многие из нас вообще не собираются умирать. Мы почему-то твердо убеждены в том, что сегодняшний день может быть каким угодно, но только не последним. Интересно, а откуда такая уверенность? Конец света, 2012 год. Да с чего мы решили, что доживем до него? Я не хочу никого пугать, но согласитесь, такое отношение к жизни делает нас ограниченными и пустыми. Я легко могу наступить на горло своим желанием. Я могу обидеться или разозлиться. Я могу сказать другому, что я тебя ненавижу и никогда не прощу. На все это у меня есть время. Я человек, у которого впереди целая вечность. Какая глупость. Я всегда говорил, что такие два важных события в жизни человека, как смерть и рождение, они просто так не происходят. Но после сегодняшней ночи я понял, что это два совершенно обычных события в жизни человека. И они происходят постоянно. Это просто одно из событий жизни. Поэтому смерть как глобальная составляющая, она для меня она как бы не существует. Во всем есть своя красота, там, в младенчестве, там, в детстве, в зрелости, в старости. И в смерти тоже наверняка своя красота. То, что любой конец – это начало чего-то нового. А смерть – это не что иное, как продолжение дальше нашей жизни. Вот это мне так кажется. Это какое-то промежуточное состояние, естественное, без осознания, без личности, вот то, к чему люди стремятся при жизни достичь. А при смерти это все получают рано или поздно. Я как ясновидящая могу сказать, что все в жизни меняется. И даже по поводу своей смерти и жизни, сколько я буду жить, я тоже не знаю. Это равно там 50 на 50. Есть часть знания открытого, есть часть знания закрытого. И также в судьбе любого человека. По большому счету, это жизнь наша. Потому что мы всегда умираем. Без этого нет жизни вообще, без смерти. Вот на эту тему у меня был давным-давно, около 10 лет назад, сон. Я отчетливо вижу, я умер, вокруг меня родственники, это дома
А я где-то вот наверху, я над ними, да, и все сидят, плачут, а я говорю, мне нормально здесь. Ну, пытаюсь им сказать, что вы напрасно так переживаете. Вот, мне здесь комфортно, мне хорошо. Большинство из нас боится умирания, потому что мы не знаем, что значит жить. Мы не знаем, как жить, и поэтому не знаем, как умирать. Джиду Кришнамурти. Просветленные люди говорят, что все есть любовь, причем это никак не связано с эмоциями. А что же это значит? Любовь – это спасение. Это то, что позволяет вот человеку избежать страданий при жизни и получить от нее удовольствие по максимуму. Это ключ. Когда ты находишься в любви, то нет смерти. Ты постоянно действуешь, не оглядываясь назад, несмотря на результат, и находишься вне времени. Любовь – это состояние. Любовь – это энергия, объем энергии, сила другому. И это природа человека. Все, что делает человек в своей жизни, он часто искажает эту любовь. Вот гнев, насилие, там, боль, обида – это все искажение любви. Иногда говорят, я тебя люблю, это значит, что я без тебя пропаду. Иногда говорят, я тебя люблю, означает, что я хочу, чтобы ты был только со мной, и я хочу, чтобы ты принадлежал мне. Все что угодно может быть. То есть по-настоящему любовь, она гораздо шире того, чего представляется многим людям. Довольно непросто осознать мысль о том, что любовь и эмоции не имеют ничего общего. Любовь просто есть. Это свет. Ее можно сравнить с солнцем. Она не плохая, не хорошая, она всеобъемлющая. Кстати, о солнце. Люди часто связывают свои позитивные состояния с его появлением. Они так и говорят: когда выглядывает солнышко, мне становится хорошо. Может быть. Но вместе с этим, нравится нам это или нет, солнце есть всегда. Вообще всегда. Даже ночью. И мне кажется, мы в состоянии это осознать. Я могу более или менее внятно рассказать, что такое влюбленность. Влюбленность — это когда тебе нравится человек, независимо от того, какой он. Тебе важно, каким ты его видишь. Вот и все. Я думаю, что любовь — это то же самое, что влюбленность, но только растянутая во времени. Любовь для меня – это гармония во всем. Желание, удовлетворенное или неудовлетворенное, приносит разочарование. Такова природа желания. Любовь невозможно получить, просто желая ее, потому что она и есть прекращение желаний. Шри Шри Рави Шанкар. Как мало нужно для счастья. Если вы когда-нибудь произносили эту фразу вслух, значит, вы знаете, как много всего нужно для того, чтобы быть несчастным. Люди часто говорят, что этот мир несправедлив. Он пропитан ложью и предательством. Возможно, так и есть. Но ведь, наверное, существует и другой мир. Не может быть, чтоб его не было.